И мы продолжаем тест на MacBook Pro 14 и сравнение его с MacBook Pro 13 на процессоре M1 и сравнение с MacBook Pro 15 конец 2018 года с процессором Intel Core i7. Здесь у нас M1 Pro в базовой конфигурации. Сейчас мы открыли проект Final Cut Pro. Проект одинаковый абсолютно везде. Это видосик с DualShock 4. Как подключить, кстати, если не смотрели, то вот здесь или здесь, в общем, по подсказочке можете посмотреть, может кому-то надо. Значит, видео это не финальное, не тот вариант, который есть на YouTube. Здесь я просто его нарезал, добавил всяких переходов и также немножечко там накинул сверху там цветокоррекцию лайтовую. Ну, в общем, так себе проектик. Чисто проверить, насколько быстро срендерит каждый из компьютеров его. Ну что ж, давайте запустим и посмотрим уже по времени рендера, сколько у нас займет, какой отрыв у M1 Pro, какой отрыв процессора M1 от Intel Core. Ну, в общем-то, так сказать, посмотрим вживую, насколько Final Cut крут на новых процессорах. Также видео-аудио. H264, 1920 на 1080. То есть это такой легенький проект. Давайте здесь одновременно и вот здесь вот. Кстати, удивительно, но процессор M1 Pro почему-то сейчас отстает от всех остальных. Даже Proc M1 уже на 34%, Intel Core на 52%, M1 Pro всего лишь 16%. И это очень странный показатель. То есть пока что мой комп разъебывает, получается. Все, здесь готово. Вот тут вот готово. Сейчас вот здесь будет готово, здесь уже 92%. Готово. Ну, а этот почему-то не готово. Даже половину еще не сделал. Что-то какая-то хуйня. Ну да, вообще, в принципе, странно, что мой уже срендерил быстрее всех. И вот только сейчас он закончил рендерить. Но это бред. Давайте ради, так сказать, чистоты эксперимента мы еще раз это сделаем. Ну, во-первых, по таймлайну здесь все летает. В целом здесь тоже все летает, никаких разниц нет. Но давай попробуем изменить на 4К. Пум. Ну, давайте дубль 2. Вот, здесь у меня уже подлагивает. То есть я пытаюсь проиграть и есть микролаги. Здесь же все прекрасно воспроизводится очень быстро. Ну и здесь тоже. Вот это уже больше походит на правду. Причем на M1 Pro вообще лагов нет. Даже на M1 немножечко есть небольшая разница. Ну, может быть, это, конечно, еще из-за того, что все-таки здесь 120 Гц экран. Но вот здесь прям явное отличие от всех остальных. Ладно, еще раз окей, Command-E. Command-E, Command-E. И опять у нас какая-то странная картина, потому что мой уже срендерил 4%, при том, что позже я нажал 6%. Здесь 6, здесь 7, 8, 9. Ну, это очень удивительно, но мой комп все равно почему-то обгоняет эти два. Очень странные показатели. MacBook Pro 15 2018 года почему-то рендерит быстрее. Вот для меня на самом деле это как-то удивительно даже. Это уже второй прогон. В первом прогоне там вообще разница была просто космическая. Но сейчас везде практически одинаково. M1 даже чуть-чуть отстает. Но опережает все-таки Max с процессором на Intel. 46% M1, 50 M1 Pro, 48 Intel Core. M1 Pro вырывается вперед, кстати. Итак, первым у нас закончил M1 Pro. Дальше у нас подтягивается M1, у него 95%. И ноутбук на процессоре Intel Core сейчас составляет 85%. Ну и вот только сейчас MacBook Pro 15 конца 2018 года закончил свой рендер. Что, на мой взгляд, ну, я бы не сказал, что это прям суперсильные какие-то показатели в плане разницы, но, очевидно, M1 Pro быстрее. Ну, то есть M1 быстрее компа 2018 года, а комп конца 2021 года быстрее компа 2020 года. Ну, как бы в целом очевидно. Да, MacBook Pro 15 уже включил на всю кулеры, они прям фигачат. В M1 Pro кулеры работают, но не так громко. M1 кулеры, кстати, тоже включил, но их не слышно от слова вообще. Комп на процессоре Intel фигачит на всю, у него 5900, 5400. Вот, в этих же компьютерах сейчас все отключено.
M1 и M1 Pro в целом идут одинаково, но M1 Pro уже опережает, где у нас так 7.7. Ну, пока плюс-минус одинаково. Ну и, кстати, компьютер на процессоре Intel тоже не отстает, 10%. Сейчас у всех 10%. То есть мы видим абсолютно идентичную картинку на всех ноутбуках. Так что если вы думали, что возьмете новый ноутбук на процессоре M1 Pro и у вас будет супер большая какая-то разница с предыдущим поколением, включая даже конец 2018 года, то получается, что нет. Возможно, конечно, с какими-то более тяжелыми проектами ситуация будет другая. Но мне казалось, что и с такими легкими тоже как бы должно быть все попроще. Зато вы видите вот явное преимущество. Ноутбуки с процессорами M1 и M1 Pro, соответственно, до сих пор не включили кулеры, то есть 0.0 показано. Ноутбук же на Intel фигачит вовсю 6000 оборотов в минуту. Кстати, M1 Pro вырывается опять вперед. Не сильно, но вырывается. 68% M1 Pro, 69% M1, 70%. Короче, здесь 71, здесь 68. Здесь 70. Но вот могу похвалить, наверное, по части энергоэффективности. За время вот 3 рендера у нас здесь ушло всего 2%, здесь тоже где-то 2%. Этот же ноут, ну, вообще практически сел полностью. Пришлось даже ставить на зарядку его. Итак, 92 M1 Pro, 84 Intel и 91 уже M1. Все, M1 Pro закончил рендер. Дальше у нас подтягивается просто M1 и остается Intel Core. Ждем. И здесь у нас закончился. Ну, в общем-то, вы видели все сами. Вот такие вот результаты с процессором M1 Pro, с процессором M1 и Intel Core i7. Выводы делайте сами. Вот, а обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите следующие видеоролики с другими различными тестами, потому что в некоторых, конечно, моментах новые маки, но они кардинально прям лучше, чем все-таки более старые решения с процессорами на Intel. Сейчас вернусь, возьму зарядочку. Можешь попробовать прогон сделать еще того первого. Это Full HD было первое? Было 4К. Первое Full HD, второе я 4К поставил. Просто бред какой-то. Ну типа это же невозможно.